Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Вы же знаете, что меня хлебом не корми, дай поработать. Мне подкинули старые джинсы черного цвета. Довольно сложно придумать им применение, но чем сложнее задача, тем интереснее. Нарежем из них квадраты размером 15 на 15 сантиметров. И сразу приготовим квадраты из яркой ткани размером 21,5 на 21,5 сантиметр. Еще нужны детали из утеплителя. Квадраты 15 на 15 сантиметров. На больших деталях с помощью двух линеек рисуем по центру квадрат 15 на 15 сантиметров. Дальнейшая работа довольно простая. На большой квадрат по центру укладываем утеплитель, а затем плотную джинсовую деталь и прошиваем их по диагоналям. Сначала по одной, потом по другой. Строчку можно поставить декоративную, трикотажный шов. Так будет легче прошивать соединения. Сегодня мы шьем по уникальной технологии. Готовое изделие сразу будет двухстороннее, поэтому сразу нарисуем схему раскладки для лицевой стороны. В работе будет 4 цвета ткани. Раскладка 10 штук в ряду. Пронумеруем все. Заготовки разложим по кучкам по цветам. Пронумеруем их. А теперь смотрим на нашу схему и приступаем к работе. Сшивать будем колонками, вертикальными рядами. По схеме мы сначала сшиваем детали из первой и второй колонки, потом из четвертой и первой, а потом из третьей и четвертой. И вот теперь, внимание, строчку прокладываем по краю джинсовых деталей, то есть до края оставляем 3 сантиметра. Для удобства работы поменяем лапку на лапку для пришивания молний. И еще поставим ограничитель для швов. Это такая специальная направляющая на магните. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Готовые отшитые пары разворачиваем и сшиваем дальше между собой. Смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все держится на нитках, на соединительных швах. Но перед тем, как все сшивать окончательно, надо поработать с открытыми швами и припусками. Припуски мы дважды подгибаем и пришиваем. Сначала с края. А затем уже прошиваем и внутри изделия. А вот теперь уже складываем заготовку и прокладываем строчку. Дальнейшие действия точно такие же, как делали раньше. Также обрабатываем край. И закрываем открытые срезы внутри полотна. Сразу работать с большим полотном сложно,
Поэтому можно сшить отдельно большие детали, а потом их соединить вместе. Напоминаю, что у меня обычная бытовая швейная машинка, и многие технологические приемы делаем, подстраиваясь под ее возможности. Думаю, что вы уже догадались, в чем прелесть такого способа работы, ведь покрывало можно легко увеличить. В предыдущем видео мы шили большой кусок, а сейчас сочинили еще одну часть и соединили их вместе. И уже можно идти и делать фотосессию на улице. Получилось прекрасное двухстороннее лоскутное покрывало одеяла. Его размер 155 на 202 сантиметра. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!